Ever since the early days of Half-Life 2's development, Eli's lab was an important location. However, as the game changed, so did the lab's setting. At different points in development, it was situated under an overturned ship, or in a man-made cave filled with hanging gardens and underground wells. One iteration more closely resembled a garage rather than a lab, and was filled with old cars and mechanics equipment. Eventually, Eli's lab found its home in the decommissioned hydroelectric power plant dubbed Black Mesa East. Мы что-то засекли. Так, это человек. Ау? Расслабьтесь, вы в безопасности. Вы должны извинить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Доктор Фримен? Гордон Фримен? Это вы? Вы добрались так быстро? Представляю себе изумление и облегчение Илая. Я доктор Моссман, Джудит Моссман. Я слышала о вас задолго до инцидента с Чёрной Мезой. Чёрная Меза. Я так вам завидую, что вы работали с Илаем и Клайнером в дни их величия. Ага, вот так. Теперь можно пройти. Я отведу вас к Илаю. Он мне не простит, если я вас задержу. Judith Mossman is actually a character born from the cut content of Half-Life 1. Although the voice on Half-Life 1's introductory train ride says Black Mesa is an equal opportunity employer, not a single female employee is seen in person throughout the entire game. Technical limitations at the time precluded the use of the textures needed to incorporate female scientists, which resulted in Black Mesa being inhabited entirely by males. In the concept stage, there was originally going to be a female scientist who would betray Gordon, telling him to wait in a room while she snuck off and called in guards who would attempt to capture the player. Another thing of note is the following elevator ride. While Alex's introductory elevator removed distractions, Judith's elevator adds distractions that are actually far more interesting than her dialogue. Little details like this nudge players toward liking Alex and having mixed feelings towards Mossman. Нам точно нужна дополнительная помощь. Мы много сделали за последнее время, но все шло бы быстрее, будь у нас больше людей с твоим опытом. Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации, что пока недоступно Альянсу. Илай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабияу, но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями? Да, послушайте меня только. Я говорю как юная аспирантка. Не могу поверить, что наконец-то мы будем работать вместе. Так о чем это я? Ах, да. Доктор Клайнер добился такого дзен-сжатия, что никто в Чёрной Мезе не поверил бы. Мы выяснили, как использовать дзен в качестве скрытой оси для рывка через пространство, так что можно облететь вокруг пограничного мира и вернуться, не пересекая местное пространство. А вот и Илай. Молодец, продолжай в том же. Илай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон Фримен, дай-ка мне взглянуть на тебя, господи, да ты ни капли не изменился, как тебе это удается? Так, в последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не Чёрная Меза, но тоже неплохо. Теперь с Гордоном все будет почти как в Чёрной Мезе. Твоя правда. В наши дни выпускники MIT большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный халат. Сейчас я тут закончу и посмотрю, что тут можно придумать. Доктор Фримен, это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Чувствуй себя как дома.
The head preserved in this jar is the head of a monster cut from the game. It was a combine janitor called the cremator, which would clear the streets of dead soldiers and citizens' bodies after a skirmish. It was to do so using a hose that sprayed some sort of corrosive chemical. During this scene, if the player looks at this head, the newspaper clipboard, or the Vance family picture, Eli will respond, addressing whatever the player is looking at. This is one of the rare instances in the Half-Life series where the voiceless player is able to affect the dialogue in a more meaningful way than just pressing the use key. It shows that other characters are aware of your actions and that these actions are worth addressing. О, Гордон! В Ортигонте сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я думаю, он побил твой рекорд, милая. Но он это заслужил. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Ну... Посмотри-ка на это, Гордон. Алекс, а я-то думала, ты на посту. В Ортигонте отпустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил тиристера Альянса. Ха, ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчеты. Алекс, хватит же. Иногда мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? Пошли, Гордон, немного повеселимся. Манипулятор энергополя нулевого уровня не игрушка, Алекс. Пошли отсюда. Ilaya Vance is the Half-Life 2 counterpart of the Half-Life 1 scientist who opened an eye scanner door for the player, telling them to head for the surface right after the resonance cascade. This is evidenced by his dialogue here, the first time in Half-Life 2 where you meet him in person. During the game's complicated development, the character we now know as Ilaya Vance was originally two separate characters, Captain Vance and Eli Maxwell. Captain Vance was an undercover resistance member who worked for the Combine, running a facility referred to as the Air Exchange, who was also intended to be Alex's father. Eli Maxwell was a character not unlike the final version of Ilaya Vance. The only major differences are his relationship with Alex as a close friend rather than a father, and he had a very different appearance with a longer beard, glasses, and a cane. When the Air Exchange was cut, it took Captain Vance down with it. The two characters were then rolled into one, and the underground resistance fighter and military leader roles were given to Barney Calhoun and Odessa Cubbage, respectively. It has also been officially stated that Ilaya Vance lost his leg to a bull squid, a Half-Life 1 enemy that was also cut from the sequel during development. As an in-game explanation has never been provided, this is still considered to be true within the game's fiction. Итак, ты теперь знаком с доктором Моссман. Я провожу столько времени снаружи во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере Чёрной Мезы. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Это старая дорога в Рейвенхольм. По ней давно никто не ходил. Пошли. Alex Vance was not a typical video game heroine at the time of Half-Life 2's release. However, this was not always the case. She originally wore a two-toned bodysuit with knee-high boots and belts with buckles.
A few weeks before the E3 reveal, it was decided that she was not a unique character and that she needed to stand out from the crowd. Emergency meetings were held on weekends to try and make her fresh and different. Among the concepts that were considered were giving her glasses or braces and making her a mechanic. The final Alix we have today is a talented hacker, a fighter, and a persistent and determined individual with a kind heart who is willing to get dirty and make do in her fight for freedom. Вот мы и пришли. Это свалка. Это грави-пушка, о которой говорил отец. Можешь называть ее манипулятором энергетического поля с нулевым уровнем, если хочешь. Dr. Mossman may call it the zero-point energy field manipulator, but almost everyone else calls it the gravity gun. Valve has always made it a point to create the illusion that their worlds are tangible. This was part of the reason why Half-Life 1's crowbar visibly reacted when it struck against a wall, accompanied by the appropriate sounds and leaving a mark on the surface. The gravity gun was designed for the same purpose, allowing the player to use Source's physics system to their advantage. The gravity gun's claim to fame is its ability to pick up almost any small or medium-sized physics object and launch it into an enemy. The heavier the object, the more damage it will do. It allowed players to be creative and draw ammo or medkits to them while hiding behind cover, kill an enemy with a toilet, return a grenade to sender, or hold a radiator in front of them as a shield. Giving the player a tool like this opened up possibilities for many different types of mechanics, which heavily influenced the design and gameplay of Half-Life 2, with some of the most well-known showing up in the game's next chapter. Players' responses to the gravity gun over the years have been extremely positive, and as such it became a staple of the episodes that follow Half-Life 2, Episode 1 in particular. Она создана для работы с опасными материалами, но мы в основном используем ее для поднятия грузов. Попробуй. Первый рычаг выбрасывает разряд, и можно сильно толкать предметы. Оказалось, что это удобно для разминирования. Вторым рычагом можно брать вещи, а бросать первым. Если ты что-нибудь поднял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Подними предмет и брось ему. А еще можно подтянуть далекий предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Ладно. Сложи пирамиду из мусора и забирайся наверх. Попробуй сложить в кучу несколько вещей. Возьми предмет вторым рычагом и нажми еще раз, чтобы положить его. Ладно. Да, я позову пса. Он любит команду апорт. Пес, ко мне! Хороший песик. Гордон, это пес. Мой отец сделал его для меня, когда я была ребенком. Первая модель была вот такусенькая. Но я его немного нарастила, да, песик? Хорошо, пес. Поиграй с Гордоном. Тебе понадобится грави-пушка. Dog is a fan-favorite character, and is one of the few characters to have almost no major redesigns after his initial sketch, having essentially jumped straight from his concept art into a final in-game model with only a few recolors. He is based on classic sci-fi movie robots, like Robbie from Forbidden Planet. He is visibly made up of parts from various machines, the most recognizable being the Combine City scanner camera that serves as his face.
His name suits him well, as his personality, his vocalizations, and his relationship with Alex all display very dog-like qualities. Playing fetch with him is a very fun way to playfully teach the gravity gun's mechanics, while establishing his character. Давай, пёс, бросай! Бросай еще, пес. Еще раз, пес. Пес, принеси мячик. Где твой мяч, пес? Я сказала, что пес любит команду апорт, но я же не говорила, кто будет ее выполнять. Ладно, попробуем кое-что другое. Пес, давай что-нибудь побольше. Нет, пес. Фу, песик. Брось это. Пес, что такое? Боже, что это было? Сканеры. Комбайны защищают территорию. Надо вернуться в лабораторию, Гордон. Пес, ко мне! Папа, это Алекс, как слышно? Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо, вы двое должны. Папа? Уводи Гордона отсюда, идите на берег. Не идите через раф. Папа? Папа! Черт! Пес, открой шлюз! Вытащи нас отсюда! Давай, быстрее! Разбей ее, если нужно, только открой! Хватит, пес! Давай, Гордон! Пошли! Гордон, тебе нужно уходить отсюда. Я не могу бросить отца. Пес, проводи Гордона в Рейвенхольмский туннель и вернись ко мне. Быстрее! Ravenholm is heavily foreshadowed throughout the chapter Black Mesa East. From the moment the dark hallway is spotted, and Alex cryptically remarks that they don't go there anymore, players know exactly where they're headed when this chapter closes. However, Ravenholm was not always to be
framed in this fashion. The player was originally to expect Ravenholm to be a sanctuary away from Combine control, only to find that it had gone awry in a most unpleasing way. This idea was obviously abandoned in favor of creating a building tension as the player approached the zombie-infested town.